Доделал эти проклятые виджеты, с ними было очень много проблем, если быть точнее, то с QID, это были даже не проблемы, а горы монотонной работы. Связать текстовые данные не составляет никакого труда, но когда появляются какие-то особые поля, например с необычными обозначениями, суммами, списками и так далее, приходится создавать подвиджеты, а эти подвиджеты могут хранить в себе другие подвиджеты. У меня есть подвиджет, который находит сумму положительного и отрицательного урона, а также определяет основные стихии. Это все превращается в огромный порочный круг подвиджетов. Особо неприятное внимание нужно уделить навыкам. Можно сформировать цепочку навыков, которую NPC будет использовать в бою. Можно включать и выключать пассивные навыки. Помимо этого еще есть статусы, постоянные и временные. Постоянные – это особенности конкретного NPC, а временные – это статус, который накладывает пассивный навык. С этим виджетом пока все. Последний виджет – это обменник, место, где нужно тратить голду. Он состоит из двух подвиджетов. Первый – это банк, в нем можно оплатить работу NPC или погасить ипотеку. Размер ипотеки растет каждый месяц на указанный процент. В фэнтези-игру можно легко вписать чат и банк. Тут даже процентная ставка фэнтезийная, всего 1% в месяц. Второй подвиджет – это магазин. Тут можно будет купить вещь или взять ее в кредит. Самих товаров пока нет, это просто затычка. С этим виджетом тоже все. У меня оставался долг с интерактивными объектами. Мне нужно было поменять обводку на прицел. Проблем никаких не было. Это был глоток свежего воздуха после этих проклятых виджетов. Далее я начал заполнять проект реальными данными. И тут все тихонько начало сыпаться. Все началось с того, что NPC я хранил в дата-ассетах, а не в таблицах данных. Заполнять дата-ассеты нужно вручную, а таблицы можно импортировать из Google таблиц. Какая информация заполняется в этом дата-ассете? Общая информация, навыки, базовые атрибуты для каждого ранга. И для каждого ранга еще указывается сопротивление стихиям. Помимо этого есть еще оружие, броня и аксессуар, которые также обладают рангами и сопротивлениями. И таких NPC у меня 10 штук. Я решил, что это настраивается всего один раз, поэтому стерпел. Для каждого NPC нужно было 4 навыка. Каждый навык состоит из 7 рангов. Каждый ранг хранит в себе стихийный урон. То есть это еще 40 дата-ассетов. У меня ушло на это 3 дня. Было уныло, но я справился. На следующий день начались враги. У меня должно было быть около 50 врагов, и у каждого по 3 навыка. То есть в сумме 150 навыков. В каждом навыке 7 рангов, и в каждом ранге 6 стихий. Вот тут я и осознал смысл этой жизни. В очередной раз. Было принято решение переделать все. На следующий день я осознал, что боевая система тоже очень мудреная. Это должна быть казуальная игра, а не сложные расчеты, поэтому боевая система была полностью переделана. Из-за того, что была переделана боевая система, по цепочке все начало рушиться. Из структур нужно было убрать все лишнее, типа ловкости, рангов, оружия и так далее. Из-за чего структуры становились полупустыми, и их нужно было объединять в одну, что в свою очередь ломало компиляцию. А еще структуры иногда ведут себя неадекватно после таких манипуляций. Ну и конечно же мне пришлось переделать все эти проклятые виджеты. Но я справился с этим за 5 дней. В итоге я потерял впустую где-то 2 недели работы. Все было переделано на таблице, кроме диалогов. В итоге я отказался от навыков, оружия, брони, характеристик и так далее. Остались только базовое сопротивление, базовая атака и множители здоровья, оружия и брони. Здоровье повышается от ранга, а оружие и броня покупаются в магазине. Это все уже работает. Избавился от лишних подвиджетов и оптимизировал текущие виджеты. Теперь все красиво. К сожалению, пришлось отказаться от ипотеки. Потестировал сглаживание. TSR показывает себя очень плохо с буквами и отъедает 4 миллисекунды. TA получше и съедает всего 0,66 миллисекунд. Но текст портится в обоих случаях, поэтому придется отключать сглаживание возле виджетов. Последние 2 дня занимался квестами, их больше 50. Все квесты – это уничтожение врагов. Квесты нужны только для прокачки и золота, в них никакого сюжетного смысла нет. Сюжет будет раскрываться от лояльности, дружбы и ранга. И возможно от количества пройденных квестов, но это пока не точно. Это пока все, что я сделал. Остается добавить интерактивные объекты, причем все базовые классы и функции уже сделаны. Нужно еще прописать и настроить сюжетные диалоги, сделать блокинг локации, сделать 3D-модельки, добавить звуки, добавить настройки и все это отлизать. Может, про что-то забыл, но в любом случае работы еще много. Думал, что делать с текстурами и материалами. Для PBR обычно используются 3 текстуры. Первая это Base Color плюс Alpha, вторая Ambient Occlusion Roughness Metallic и третья это Normal. Во-первых, хочу отказаться от второй текстуры. В данном случае AO можно запечь в Base Color. Альфа-канал в Base Color используется нечасто, поэтому Roughness можно засунуть туда. Но этот момент нужно будет учитывать при моделировании. А от Metallic придется отказаться. Мне в целом это подходит. Металл заменю на камень. Я теряю тут только металл, в остальном качество остается тем же самым. Думаю отказаться еще и от Normal.
Ambient Occlusion и Roughness чуть-чуть компенсируют потерю. По итогу получу огромную производительность и упрощенный пайплайн. Прежде чем рассказать о том, почему я не хочу использовать анимешный стиль и почему хочу отказаться от Normal, мне нужно рассказать вам об блочном сжатии, оно же Block Compression. Всего есть 7 BC, от BC1 до BC7. Текстура разбивается на блоки 4 на 4 пикселя, то есть 16 пикселей. Таких блоков в текстуре много. Каждый блок занимает 8 байт. 1 байт это 8 бит, то есть 8 байт это 64 бита. Куда уходят эти 64 бита? Для блока определяются два основных цвета RGB 565, то есть 5 бит на красный, 6 бит на зеленый и 5 бит на синий. Есть несколько алгоритмов для определения основных цветов Color 0 и Color 1. Например, можно взять самый светлый и самый темный оттенок в блоке. Как они выбираются, нам не интересно. Важно лишь понимать, что это не просто пальцем в небо, а сложные алгоритмы. По итогу у нас два 16-битных цвета, то есть в сумме это 32 бита, половина всего блока. Оставшаяся половина распределяется между 16 пикселями, то есть на каждый пиксель приходится 2 бита. Бит это флажок, то есть один бит может иметь два состояния, а 2 бита могут иметь 4 состояния. Получается, что каждый пиксель имеет двухбитный индекс, который хранит 4 состояния или 4 цвета. Что это за цвета? Первый цвет это Color 0, второй цвет это Color 1. Третий цвет это 2/3 Color 0 плюс 1/3 Color 1. Четвертый цвет это 1/3 Color 0 плюс 2/3 Color 1. То есть первые два цвета это те, что были записаны в 32 бита, а третий и четвертый это промежуточные цвета. Выходит всего 4 цвета на блок. Это первый режим, когда Color 0 больше Color 1. Но есть и второй режим, когда Color 0 меньше, чем Color 1. В таком случае смысл индексов меняется. Для первого и второго состояния все то же самое. Берется Color 0 либо Color 1. Для третьего состояния берется средний цвет, 1/2 Color 0 плюс 1/2 Color 1. А четвертое состояние это прозрачный пиксель. То есть в этом режиме всего 3 цвета и жесткая альфа. Сейчас мы говорим об альфе, которая записывается в цвет, а не о той, что лежит в отдельном канале. В основном используется режим Color 0 больше, чем Color 1, то есть 4 цвета. Если будете записывать альфу в цвет, кодировщик сам определит, где какой режим использовать. Если в блоке нет прозрачности, тогда Color 0 больше, чем Color 1, то есть 4 цвета. Если есть альфа, тогда Color 0 меньше, чем Color 1, то есть 3 цвета и однобитная альфа. На этом этапе уже можно объяснить, почему я не хочу использовать анимешные текстуры. Анимешные текстуры зачастую имеют плоские цвета, а сжатие BC1 никак не оптимизирует это. Каждый блок занимает 8 байт. Нет разницы, это сплошной цвет или фотореалистичная текстура. Размер напрямую зависит от разрешения. Получается, на анимешных текстурах ничего не выиграть, так как размер текстур будет такой же, а с учетом того, что анимешным текстурам нужна еще и постобработка, нагрузка на GPU выйдет еще выше. Все, BC1 это 8 байт на блок. Далее идет провальный BC2. Это BC1 и 8 байт на альфу, то есть 16 байт на блок, то есть размер в 2 раза выше. Давайте немного подробнее. BC2 это 16 байт, 8 из них это BC1, а оставшиеся 8 это альфа. 8 байт это все еще 64 бита. Как мы помним, в блоке 16 пикселей. У нас есть 64 бита на альфу, у нас есть 16 пикселей. Как бы второклассник решил эту задачу? Он бы поделил 64 бита на 16 пикселей, то есть на каждый пиксель будет приходиться 4 бита. Именно так и работает эта альфа. Она тупо выделяет 4 бита на пиксель, никак не используя блочную структуру. 4 бита это 2 в четвертой, или 16 оттенков серого. BC2 больше похож на костыль, но для того времени это было нормально. Сейчас же это пережиток прошлого. Далее поговорим об BC4. Этот формат, как и BC1, занимает 8 байт на блок. Это одноканальная текстура или grayscale. Принцип очень похож на BC1. Вместо цвета выделяются два опорных уровня, или reference value, каждый по 8 бит. 2 в 8 это 256, то есть опорный уровень может содержать 256 оттенков серого. Оба значения занимают в сумме 16 бит, а оставшиеся 48 бит распределяются между 16 пикселями. Выходит 3 бита на индекс. 2 в 3 это 8 состояний. Напомню, что в BC2 приходилось 4 бита на пиксель, то есть 16 состояний. Чем же BC4 лучше, чем альфа в BC2? Альфа в BC2 в принципе имеет 16 оттенков на всю текстуру, в то время как BC4 рассчитывает опорные уровни для каждого блока по какому-то алгоритму, как это было с цветами в BC1. Оттенки для состояний рассчитываются точно так же, как это было в BC1. То есть первый оттенок это опорный уровень 0, второй оттенок это опорный уровень 1, третий оттенок это 6/7 опорного уровня 0 плюс 1/7 опорного уровня 1 и так далее. Это первый режим, когда опорный уровень 0 больше опорного уровня 1. Второй режим, когда опорный уровень 0 меньше опорного уровня 1. Тут
Тут расчет немного меняется. В BC4 по аналогии с BC1 в каждом блоке также формируются свои опорные уровни. И это позволяет получить 256 оттенков серого на текстуру, в то время как альфа в BC2 выдавала всего 16 оттенков на текстуру, при тех же 8 байтах на блок. С этим форматом тоже все. BC1 и BC4 занимают по 8 байт на блок, все остальные форматы занимают 16 байт на блок. Далее идет BC3. Это самый популярный формат для текстуры с альфой. Он лучше BC2 во всем. Как и BC2 занимает 16 байт на блок. BC3 это BC1 плюс BC4, то есть 8 байт на цвет от BC1 и 8 байт на альфу от BC4. По отдельности на BC1 и BC4 мы уже посмотрели, поэтому тут говорить не о чем. А вот если посмотреть на формат BC3 в целом, то размер распределяется как-то некрасиво. То есть 8 байт уходит на цвет и те же 8 байт уходят на одну альфу. Поэтому BC1 является слабым звеном этого формата. Но BC3 не единственный формат, который работает с цветом и альфой. Есть еще молодежный BC7. Но мы не будем разбирать BC7, в нем 8 режимов на блок. 4 без альфы, 2 с раздельным кодированием цвета и альфы и 2 с объединенным кодированием цвета и альфы. Если сравнивать BC3 с BC7, то BC3 сильно проигрывает BC7 по цвету. Альфа у BC3 идеальная, а у BC7 она просто нормальная. В целом BC7 лучше BC3, но нагрузка на декодирование BC7 выше на 20-40% по сравнению с BC3. Что выбрать между BC3 и BC7? Для персонажей лучше взять BC7, потому что игрок будет на него смотреть, и нам очень важны цвета. Но можно и BC3, ну или на крайняк BC1. Для волос BC3, либо вообще BC4 из-за хорошего одноканала. А для окружения BC3, либо BC1 из-за меньшей нагрузки на декодирование. Что касается остальных форматов, то BC5 это Normal, а BC6H это HDR. Тут альтернатив нет, хотя можно записать Normal в BC1, но это уже извращение. Теперь можем вернуться к моим текстурам. Base Color плюс Roughness я буду хранить в BC3 для объектов окружения и в BC7 для персонажей, то есть это 16 байт на блок. Я отказался от текстуры Orm, которая хранится в BC1 и занимает 8 байт на блок. И у меня остался вопрос Normal, который хранится в BC5 и занимает 16 байт на блок. Почему я хочу отказаться от Normal? А потому что отказ от одной BC1 ничего особо не даст. 8 байт на блок это мелкая какашка на фоне BC3, BC7 и BC5. Пока все. Насчет Normal буду думать. Время еще есть.